Так, это полиция. Что у вас здесь? Бау-бау, вау-вау, зау-зау, оу-оу. А у вас что есть? Они говорят, биткоины. Это булочка. О, хлопчику, ты не прав. Все равно у Ксюши никогда не будет такого зада, как у тебя. Блин. Алерка! Спасибо, Сан-Франциско! Ну что же, это Гагарин Шоу, 15-й выпуск. Бессменные ведущие Глеб Ушаков, Владимир Носов. Скажи что-нибудь. Заставка, поехали. 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 Ну что? Вот это прикольно. Я к такому не привык. Обычно мы это делаем в тишине. Моя нервничать. Членов Конгресса раздали по $50 биткоин. Представляешь? Все 535 членов Конгресса США получат по $50 в биткоинах. Такое решение было принято в рамках кампании «Криптовалюта для Конгресса». Впервые участники Конгресса смогут протестировать криптоплатежи в биткоинах. А торговая палата цифровой торговли CDC предоставит обширное общедоступное онлайн-обучение, инструментарий и ресурсы для ориентировки. Вы можете Глебу какие-то новости попроще подбирать? Или простыми словами как-то описывать это все? В общем, всем конгрессменам... Ксюшенька, здравствуйте. Спасибо. Наконец-таки хоть кто-то нормальный в этой студии появился. В телесах, как говорится. Хоть кто-то меня не перебивает. Так вот, каждому конгрессмену раздали по $50 в биткоинах. Это виски. Вы друг другу, говорит, пересылаете, учитесь. Главное потом все свои транзакции покажите, где чей кошелечек, приватничек, мы как бы все отследим. Ну, вот. Новость хорошая, так как Конгресс США будет вовлечен в криптовалютную деятельность. Если они скажут, что это круто, есть вероятность, что это получит дальнейшее развитие. Как-то так. Значит, закроют всех, у кого есть криптовалюта, и скажут, это все плохо. В случае принятия новых законопроектов о криптовалюте цифровые валюты подпадут под новый класс активов, определяемый как промежуточное звено между ценными бумагами и товаром. Одним словом... То есть ценные товары здесь, бумаги вот здесь, а криптовалюта где-то... В просаке. В просаке, Володь. Так, ну... Угу. Слышишь, а тебе не кажется, что Вадиму перечислили $50 в биткоинах, потому что у нас все новости от Happy Coin? А, нет, не все. Ну ладно. Но мне кажется, ты знаешь, почему Форклох и Happy Coin не хотят рекламироваться? Почему? Потому что они уже кучу бюджета потратили на Вадима. А, ну да, мы такие с тобой как два мы думаем, типа, блин, почему ребята... И человек в комментариях, знаешь, что пишет? Они сидят и думают, мы деньги заплатили. Ну, человек же пишет в комментариях, говорит, слушайте, у вас как бы, ну, новости есть? Есть. Мы же вам деньги оплатили. Хочется обратить ваше внимание на то, что возможностей для того, чтобы наше шоу продолжало существовать больше хотя бы 2 сезонов, появляется все больше. Напомню о том, что все места абсолютно, которые вы видите в кадре, продаются. Как вы понимаете, виски мы пьем с колой. Индекс Биг Мака или сколько бургеров можно купить за биткоин. В 2015 году платформа токенизированных долговых ценных бумаг BitBond создала программное обеспечение под названием «Индекс покупательной способности биткоина». Он показывает, сколько гамбургеров Big Mac может купить биткоин. Big Mac — это не гамбургер. Нет. Меня как специалиста по Макдональдсу не кинешь на такой движухе дешевой. Значит, сколько бутербродов Big Mac можно... Или Big Mac не бутерброд? Дабл бутерброд. Это птица, это самолет. Это булочка. Бутерброд с колбасой же может быть только, понимаешь? Как же правильно сказать? Бургерброд. Бургер в рот. Он показывает, сколько бургеров Big Mac можно купить за 1 биткоин. А дальше вот написано, кстати, все бургеры Макдональдс идентичны, независимо от того, какую страну вы посещаете. Я, кстати, с этим тезисом тоже не согласен. Абсолютно разное везде мясо, абсолютно разный сыр. Я хочу сказать, что, кстати, Макдональдс в Украине один из самых вкусных.
Вот, намного круче, чем где бы то ни было там в Европе и так далее. А в Индонезии вообще там размазняк, это не бутерброды. Так что? Сейчас. Сколько же все Что? же? Подожди. Ага. Все бургеры Макдональдс идентичны, независимо от того, какую страну вы посещаете. Ну, наверное, имеется в виду идентичны с точки зрения, значит, компоновки. Мгм. Поэтому они идеально подходят для метрики. По текущей цене биткоина в 10 619 долларов в России на него можно купить 4399 бигмаков. В Дании за биткоин можно купить 2873 бигмака. В Мексике 4433. Слушай, у меня один вопрос. Новость 5 лет шла, доходила до хэппи-коина или как? Там разбирали что-то, говорит, слушай, у нас же, говорит, еще почтовый ящик. Помнишь, во дворе мы когда-то устанавливали? Пойди глянь, вдруг там письма. Они открывают, там письмо от платформы Bitbond. Bitbond. Они по почте отправили. Пишет вам SEO. Пишет вам SEO Bitbond. Создали мы, значит, платформу. Слушай, ну какой мы можем сделать вывод из этой новости? Получается, что... Ну, то есть индекс биткоина, индекс Бигмака, это все знают. Но зачем считать, сколько можно купить Нет, просто я бигмаков понимаю, за когда, биткоин? допустим, индекс Бигмака, когда он работает в разной стране, тогда, соответственно, мы понимаем, недооценена или переоценена ли валюта местная, да? А тут недооценен или переоценен то, Бигмак? типа, сколько ты там за там, 1 рубль можешь купить Бигмака, там, да, там, за Ну 1 да, гривну, да. там, за 1 песо, там, за 1 индонезийскую рупию. А здесь, получается, это что нам? Давай подумаем. А тут, говорит, что нам дает эта ситуация? куда выгоднее лететь кушать бигмаки? Куда выгоднее лететь в Макдональдс с биткоином? Да, и кушать бигмаки. Ну, получается, в Мексику. Чего Украина не указана? Получается, в Мексику. Кто знает, сколько у нас бигмаков? Сколько Бигмак стоит в Украине? Кто знает? Никто не знает. 54, по-моему. Сколько? Подели, пожалуйста, сколько бигмаков? Сейчас, 2 секундочки, ребята, 2 секунды. Просто интересно. Просто интересно. Так, Может, давай. мы сейчас инвестиционную привлекательность создадим? Давай, 10 619 умножай. Сейчас. 10 619. На 28, 25. 28, 25. Поделить. Хороший, кстати, курс. Хороший Был курс. 30. Поделить Поделить на 54. на 54. 5555. А? Число-то какое? Это если наш мальчик не... И нет, да не сделал, да? Значит, все. А так получается, это мы в 2 4 раза пятерки. круче Дании. Так мы крутанули барабан и получили 5-5-5-5. Иди сюда. 4 пятерочки. Ребята, Всё, ребят. welcome to Ukraine. Кыргызстан приостановил работу банков и отключил систему SWIFT. Тебе когда-нибудь дадут пиздец, то, что ты кривляешь чужие страны? Она называется Кыргызстан. Кыргызстан? Ну, а ты слышал, как они разговаривают? Ну, вот они примерно так говорят. Ребят, Кыргызстан. смотрите, я хочу, чтобы вы понимали для себя четко совершенно. Мы в одном шоу, но мы 2 разных человека, как бы. Наше мнение, как бы, может отличаться друг от друга. Ну, понятно. Все, поехали. Поехали. По словам официального представителя Нацбанком Аиды Карабаевой, временная приостановка SWIFT призвана не допустить вывода капитала из страны. Такие решения были введены на фоне продолжающихся массовых протестов в стране. Ты знал это? Да. Нет. Нет. В отсутствие Я читал банковских это. переводов международная активность и экономическая деятельность в стране будет заблокирована. Потенциально в такой ситуации криптовалюты могут стать альтернативным активом для населения. Однако это усложняется тем, что они не признаны в виде законного платежного средства внутри страны. Я могу пожелать дорогим киргизцам активнее использовать криптовалюту и входить в наше комьюнити. Я, кстати, сегодня читал одну новость, какой-то там мудреный типок выступал. И он говорит, я считаю, что биткоин — это мессия для, значит, стран, у которых обесценивается национальная валюта. Да. 950 миллионов таких людей, которые, значит, найдут в биткоине спасение. Ну, а что? А зачем SWIFT нужен? Нет SWIFT, нету, значит, импорта. Нет проблем. Нету импорта, значит, не нужно переплачивать за чужицкие товары. Да. Все. И тут появляется что? Импортозамещение. Был iPhone американский, стал киргизский. Была машина немецкая, стала, сами понимаете. И все. Местная. Супер. Я считаю, Всё. это идеально. Это вот отмена свифта — это первый шаг на пути к национальному Благополучие. благополучию. Мне самое интересное, что страны, которые сейчас вообще начинают просто улетать экономика куда-то в трубу, они сейчас возьмут
и реально начнут использовать биткоин, потому что он гораздо более стабильнее будет, чем национальная валюта. А за что они возьмут, если у них крутое пике началось? Но у них же есть какие-то там сбережения в чем-то. Они сразу раз в крипту. И они будут понимать, что они могут в любой момент покинуть страну, криптовалюта там будет процветать. Все, ну супер. Все вам хихоньки да хахоньки. Только игры одни на уме, Да-да-да. как говорится в нашем сериале. Но, собственно говоря, ребят, геймификация — это уже давно не игрушки. Совсем скоро геймификация войдет во все отрасли бизнеса и во все отрасли нашей жизни, потому что именно через эти инструменты значительно легче и проще доносятся ключевые тезисы бизнеса до потребителя. И именно об этом 4 ноября вы услышите очень много информации на Киев iGaming Affiliate Conference 2020. И, может быть, даже немножечко приобретете английский акцент в кулуарах после этого, потому что будет автопати. И там вы по 50, а то и по 100 грамм на душу приняв, сможете обсудить прекраснейшие вещи о геймификации вашего киоска с шаурмой. Как А можно, кстати, как ты думаешь, а можно геймифицировать шаурму? Естественно. Ну, как старая, помнишь? Играючи с свининой, как говорится. Ты помнишь, как старая добрая шутка? Купи 4 шаурмы и собери собаку. Да, кстати. У себя в Белом кольце. Ну да. В общем, ребята, 4 ноября невероятная конференция, где вы узнаете о том, как геймифицировать ваш бизнес. Невероятные спикеры и прекраснейшая автопати в конце, где можно ушататься в сопли. Всех приглашаем на Киев iGaming Affiliate Conference 2020. 4 ноября. Не забываем об этом событии, записываем себе во все, значит, блокноты, напоминалки и прочую херь, которую вы с собой носите. Попросите разбудить вас маму 3 числа, чтобы напомнить о том, что 4 числа начнется это невероятное событие. Я правильно говорю или нет? Да, до встречи. Японская экспансия Binance сорвалась. Биржа не договорилась с местным партнером, как сообщает Forklog. А им это мешало когда-то работать где-то? Ну, не знаю. Биткоин-биржа Binance и базирующаяся в Японии криптоторговая платформа TaoTao не достигли соглашения о создании совместной компании для обслуживания местных трейдеров. Причина прекращения обсуждения сделки не раскрывается. То есть они вначале придумали новость о том, что они якобы хотят заключить контракт, а потом придумали новость якобы, что он не состоялся. Это нормальная тема. Ребята, посмотрите фильм «Плутовство» или «Хвост виляет собакой». Она бежит через мост с котенком в руках. Мы сможем сделать полосатого котенка? Флойд, вставишь полосатого котенка? Там очень красиво об этом может быть изложено. Я думаю, что это какая-то новость, непонятно для чего. Новость без новости. Экспансии не было. Преступление раскрыто. Да. Преступление раскрыто, да. Хорошо, преступление раскрыто. Не, они просто, знаешь, они вначале заявляют как бы о том, что собирается какая-то, значит, экспансия, и ждут фидбэк. Ну да, фидбэк не пришел. И чуваки такие должны были из Японии такие: Binance написал! А И Binance всё. не написан, да. А как бы они такие типа: кто? Ну то есть вот скажи, вот как эта новость, например, это как вот начинается песня группы Касты, пока кто-то там шепотом где-то там дисит. Пока кто-то там шепотом где-то там дисит. И это там, пока что-то с кем-то, куда-то, что-то. То есть новость появилась на Форклоге, а когда 15-й выпуск шоу идет, первого в мире криптовалютного шоу, то даже одной строчкой нельзя написать. Чувак, ну, они как бы, у них 154 миллиона юрисдикций. Они по всему миру работают. У них... Форклог? Да, газета «Форклог». Они не смогли дочитать... Ищите в почтовых ящиках своего города. Я просто, ну, ты понимаешь, как бы они реально работают по всему миру, как бы, и вообще им по барабану абсолютно, Япония это или еще что-нибудь. Они просто это делают для вида. Я знаю, я поэтому и сказал, что это они А потом к придумали... ним из Японии придут, скажут: ребята, как бы, а вы с японцами работали? А нельзя. Они скажут: а мы вот с Тао-Тао общались, они заднюю дали, мы, ребят. А у нас же, говорит, у нас есть сервис Бау-Бау, Вау-Вау, Зау-Зау, Тау-Тау, Оу-Воу. Воу-Воу, это армян.
Оу, это грузинская. Сиш-сиш. Ау. А помнишь, как это? Где? Что за буква Г? Где? Так они говорят, у нас нет Тао-Тао. Тао-тао нету, да. В общем, ребята, хватит создавать утки. Утка, в кавычках, понятное дело. Неправдивая новость. Друзья, не забываем ставить лайки, колокольчики, подписки, вписки, комментарии писать. Любые негативные тоже принимаются. Следующую ты. Большую, там какая-то длинная новость, я не знаю, что-то тебе... Хочешь, отдам ее тебе, и ты будешь ее читать до конца выпуска? Давай Ксюшу лучше пригласим. Ксюша! Ксюша! Так, Ты ну ее что же. виляют, смотри, ее шатает. Вы хотите, чтобы я новость прочитала? Угу. Да, ты можешь? Какую? Смотря какую. Если там сложные слова, то нет. Да Про- нет, про просто она стриптиз. большая. Про стриптиз в биткоинах. Не буду читать. про Давай что. хоть что-нибудь. Не Давай. буду. А танцевать. В Инстаграме найдешь. Я что-то все посмотрел, ничего не нашел. Ты лжешь! Глеб, мне нужна защита. Нет, там такие танцы. Ты не ту Ксению, видимо, смотрел. Наверное. Ксения Егоршна. Не на том сайте Не на том искал. сайте. Ну, прочитай. Ой-ой-ой, это сильно много. Окей. Давай поменьше. Ну, я Глеб не- всегда так может, девочкам я- говорит. Полиция Индии раскрыла криптовалютную пирамиду на 10. Это у него с планшетом что-то не так, я не могу понять. Сразу кривляется голос и проблемы с Понимаю. прочтением, да? Дело на самом деле Там в что-то планшете. насыпано. Нет, надо не туда. Надо в себя. Ксюшенька, можно, пожалуйста, тебя попросить? Напитка. Конечно. Ладно, давай я лупану. О, опять жительница Воронежа потеряла бабки. Вот она, невменяшка. Она до сих пор не нашла Воронеж. Это все так. Это во втором выпуске было или в первом? Ой. Или она их ищет до сих пор? Так давай, что... Так, здесь нет. Здесь нет биткоинов моих. Здесь нет биткоинов. Ой-ой-ой, горе-то какое. Где мои Ты, биткоины? ты оторвал стул. Жительница Воронежа потеряла 1,1 миллион рублей в попытке заработать на криптовалютах. Согласно словам пострадавшей, она перешла по одной из ссылок, ведущей на страницу о способах выгодных инвестиций. Впоследствии с ней связался злоумышленник, представившись трейдером на одной из бирж. Он уговорил женщину установить приложение для удаленного управления на телефон, зарегистрировался на одной из криптовалютных бирж и убедил жертву пополнить счет, после чего он не выходил на связь. У меня или дежавю, или это та же новость, или это та же женщина. Там просто город, может, поменяли. Не, подожди, у нас была Йошкар-Ола? Йошкар-Ола была. Челяба была. Челяба. А, чувак, ты понял? Он переехал! Мошенник мигрирует! Это же летняя миграция мошенников. В киноленте «Улицы разбитых фонарей» их называли гастролерами. Знаете, что самое интересное в этой ситуации? Давай. Я вас уверяю на 1000%. Вот эта жительница, вот я сейчас вам просто типаж обрисую, как бы, чтобы вы понимали, типаж вот этой жительницы Воронежа. Эта жительница Воронежа, когда ей взвешивают колбасу в магазине на 100 грамм больше, она там такой вопль поднимает, вы не понимаете. Больше или меньше? Больше. Типа, я не буду переплачивать, я просила 450. Понимаешь? Вот. И вот у нее вот так вот везде за все. Она ругается в очередях за коммуналку. Она выносит всем мозги, ты понимаешь? Да, это У них- такой типаж людей, я понял. Но, когда появляется возможность сделать X2 на криптовалютах, она берет вот это все, что она накопила, вот это вот, значит, Вот эти по 100 вот рублей. эти везде вот это вот всех уничтожала 15 лет, и несет вот эти все, значит, 1,1 миллион рублей. А там, ты понял, мужик, походу, с красивым голосом. Он такой: алло, здравствуйте. И как бы, ну, и женщины текут. Вот вначале Йошкар-Олинка, теперь жительница Воронежа. Значит, делаем вывод. Если, женщины, дорогие наши, любимые, если вам звонит мужчина приятным голосом и предлагает умножить ваши сбережения в криптовалютах в несколько раз, была, значит, одна ситуация, сейчас вторая, и вы можете стать следующей жертвой. А ты что, носки на вырос купил, что ли? Нет, а что? Они как-то скуевдились. В смысле, скуёвдились?
Ну, как на вырост такие ощущения. Ну, есть такие обрезыши. Не, ну если они Нормальные. облегают ногу, а твои скуёвджены. Потому что нужно вот их взять и так и натянуть. Тогда они будут нормальные. Все. Не, все равно куёвдятся. Хуёвдятся. Хуёвдятся. К носкам еще дай. Кашлялся. Как в фильме «Звонок». Да-да-да. А мой листик утерянный принесли. Так, Глеб, ты читаешь или я? Ну, немножечко с моей помадой. Немножечко с твоим ртом. Читали про экономический кризис в Египте? Нет, конечно. Нет. Нет этой странички. Тогда у меня для тебя подарок. О, Спасибо, Ксюшенька. Всегда, пожалуйста. ой-ой-ой-ой-ой. А? Это генетический материал. Можно я, говорит, заберу к себе? Кто это сказал? Кто это сказал? Кто это Австралия направит животных почти $5 миллионов на развитие блокчейн-проектов. Правительство Австралии профинансирует 2 блокчейн-проекта в рамках нового цифрового бизнес-плана. Всего на поддержку технологических инициатив власти потратят почти $800 миллионов австралийских долларов, это около 575 миллионов американских долларов. План направлен на поддержание и восстановление экономики Австралии. С его помощью будут устранены устаревшие нормативные барьеры, он расширит возможности малого бизнеса и поможет внедрить новые технологии в экономику. Это на самом деле обидно. Вот смотри, из всего цифрового бизнес-плана, из всей этой движухи, на блокчейн-проекты выделяется только 5 миллионов. А остальное они на что выделяют? Ну, надо ж приклеить или прибить, я думаю. На это выделяется. Создадим группу в Телеграме. Я в WhatsApp. Я, пожалуй, на следующую пятницу организую брифинг по этому вопросу. Я сделаю презентацию. Я создам группу WhatsApp. Я открываю телеграм-канал. Слушайте, на самом деле Австралия двигается семимильными шагами, значит, в сторону развития области блокчейн. И мы несколько выпусков назад говорили о том, что уже в 3000 почтовых отделений можно приобрести криптовалюту. И достаточно большое количество проектов в целом запускается в Австралии. И огромное количество биткоин-банкоматов расположено в Австралии. Биткомат. Ребята на самом-то деле большие молодцы. Они хоть там и за океаном находятся, и где-то там в отдалении от всего мира. Так им скучно. Но Но представь, они как вот бы они сидят себе на своем материке. и суетятся. Сидят. Думают, что, чем бы... У нас уже ж и так все хорошо. Оперу построили, с Маском замазались, он нам солнечные, собственно говоря, эти батареи поставил. Электричество бесплатное. Популяция кенгуру Зимы растет. нет. Зимы нет, есть лето. Только лето. Климат За забором идеальный. Бали. За забором Бали. Что нам еще нужно? Что нам еще нужно? И тут заморская весть прилетает. Заморская весть. Купцы приплывают и говорят, а что у вас тут есть? Они говорят, кенгурячья шкура, билеты в оперу. Хорошо, а у вас что есть? Они говорят, биткоины. Не слышали? Что это за заморская у вас там чудо-юдо? Ну и они им, значит, рассказали, и все, и озадачили их так жестко, что они как бы, ты видишь. И начали развивать. Да, говорит, давай Австралия — это 3/9 царство. Вот, наконец-таки оно раскрыто, да? Да. То есть, когда в Шреке вот это они на повозке ехали в 3/9 царство. Здесь нас ждут реки шампанского с икорными берегами. Да, это все в Австралии, пацаны. Все оказывается в Австралии. Они, кстати, очень веселые чуваки, постоянно пьяные, постоянно дебоши какие-то. Слушай, ну ты прикинь, вот ты просыпайся, и тебе нечем заняться. У тебя идеальные климатические условия. Но У это не тебя идеально. огромный дом. У тебя отличный вид. Скучно, В Австралии максимально круто. просто скучно. Да, скучно, да. Вот они развлекаются как могут. Как могут, да. Но они даже себя на самом деле, я как бы пару раз, вот на Бали когда был, видел пару раз какие-то такие пьяные дебоши издалека. И такие мужики, такие достаточно крупные, такие там чуть с бородой. Я думаю, по-любому какие-то наши славяне. Подхожу, нет, австралийцы. И вот так вот на каждая, вот это каждая какая-то движуха. Ведь может подраться слетаем. Это австралийцы, это австралийцы. Нас-то тут посадят, а там в тюрьме еще... Австралийская женщина такая, знаешь, она по-любому учительница какая-то, сидит в баре такая, я ж сказала, пиво быстро сюда, вот такая сидит. Думаю, неплохо. Не, ну да, реально там скучновато. Им нужно... Слушай, есть новый бизнес, прикинь, продавать экстрим-туры в глубинке Харьковской области. То есть у них вроде бы как тоже будет речка,
Деревья красивые, сосны, да, австралийцы. Ну, вроде все как это. Не, ну это ж ты понимаешь, как бы... Ты Но как только ты попадаешь на дискотеку «Снежинка», где-нибудь... Или в кафе у Никиты. В кафе у Никиты в селищі міського типу. Ты представляешь, какой гопопляс там? Нет, ты просто понимаешь, как бы... Ну, представляешь себе, австралийцы, они такие достаточно крупные такие да, ребята, машины. большие. А балийцы, они такие малюсенькие. Ну, такие. Ну, это как бы, ну, такие, да. И как бы, ну, вот этим вот, как бы, с этим гонором кричать на балийцев, как бы, можно. Но здесь же, как бы, ну, у нас такое не прокатит. О, хлопчику, ти не прав. Ой, не прав. Ой, хто зараз схопе, га? А скажи, а что, деньги есть с собой? Говорит, ну да, вот. Австралийские доллары. Австралийские доллары. Иди поменяй нормальные, собака ты такая. Да даже у тебя украсть нечего. Говорит, ну есть Apple Pay. Он говорит, что? Ты давай Яблок? телефон сюда, давай Телефон разблокируй давай. вначале. Молодые итальянцы предпочитают безналичный расчет. Опрос eToro, продолжавшийся 2 месяца, показал, что молодые люди в Италии предпочитают безналичные платежи, в частности потому, что считают их более гигиеничными. А более взрослые итальянцы в возрасте от 35 до 60 любят грязь. У меня просто нет этой странички, она у тебя. Готовы отказаться от наличных в обмен на скидки и различные поощрения. 70% респондентов заявили, что могли бы отказаться от наличных в будущем, а 35%, то есть уже 105%, заметили, что готовы осуществить электронные платежи только при гарантиях конфиденциальности. Что ты думаешь на этот счет? То есть мы понимаем, что молодые итальянцы гигиеничные, а взрослые итальянцы все-таки любят глину помесить. Я думаю, что исследование проводила какая-нибудь компания из Шарашкина контора .io. eToro. Контора eToro называется. Ну, то есть они просто получили бабки, посидели 2 недели, говорят, ну, походу без нас лучше. Ну, во-первых, они опросили 105% респондентов. То есть в офисе было 105 человек, они ну, так. Сколько процентов? Не знаю, сколько процентов, но человек было 105. Пиши, 105. План пятилетки за 3, понял? Идем до 102%. У нас же в офисе тоже 105 человек. Полиция Череповца закрыла нелегальные казино, работавшие под видом... Ты мне что, 2 странички не додал или что? Я понимаю, что как бы меня и так врежут в выпуске там, до 10%, но хоть все новости мне давай. Так, ты мне давай на мальчика не кричи тут. Слушай, ну не додать половину на страниц вообще. Все верно. Половину эфира не додали, половину страниц не додали, половину вискаря не долили. Я тебя сегодня ни разу не перебил. Половину не додали... Ты сегодня говоришь даже больше, чем дома тебе разрешают. Вот про дом не надо. Вот про дом не надо. Полиция Череповца закрыла нелегальное казино, внимание, работавшие под видом биткоин-бирж. 2 уроженцев Ярославля, организовавшие... Я тоже, я могу туда сесть. 2 уроженцев, иди. Если хочешь идти, иди! Там вон, пожалуйста. Я хоть послушаю новости оттуда. Давай, что там про... Ксюш. Что там про полицию Череповца? Все равно от тебя толку, как с козла молока, как говорится. Да, ты пытался все время добыть. Козел говорит, но жить будет. Иди. Только чашку мою не трогай. Ксюша, ты робот, у тебя... Это спецназ, работает спецназ. Привет. Здравствуйте. 2 уроженцев Ярославля, организовавшие в Череповце сеть игорных заведений под видом площадок для торговли криптовалютой, задержаны правоохранителями. С декабря 2017 года подозреваемые открыли в городе 5 нелегальных клубов. При задержании у руководителя бизнеса полиция обнаружила 6 миллионов рублей в различной валюте. Чуваки, значит, сделали контору, там стоят аппараты. К ним неоднократно приходили проверяющие органы, ну, а там однорукий бандит, понял, вот эта клубничка. Обезьянки вот эти с бананами, понял? И они заходят такие, так, это полиция, что у вас здесь? Он такой, говорит, это у нас отдел тестировки, это у нас ребята-сишники сидят, вот, а здесь лидогенерация. А говорит, а биткоины ваши где? Они говорят, нет никаких биткоинов.
У нас IT-офис, криптовалютная биржа. У нас здесь разработка, а сердце находится за границей. До свидания. И вот так вот они открыли 5 штук, и чуваки из полиции каждый раз приходят, говорят, что у вас здесь? Он говорит, повторяю, для особо одаренных. Нет, говорит, откройте сейф. Где ваш CTO? Леха сидит с кальяном, понял? Борода уже вот тут. Ну, ты в смысле борода какая? Вся борода. Все стало сплошной бородой. Говорит, я, сынок, иди сюда. Ну, как бы, ребят, есть чему поучиться у ярославских коллег, как замаскировать игровой зал под криптовалютную биржу. А теперь Ксения что-то поняла с твоего Ксения, ты монолога? что-то поняла? Ну, относительно, но главное же, что тебя никто не перебивает в этот момент, а внимательно слушает, верно? Да, потому что Глеб меня просто замахал перебивать. Я реально, ну, знаешь, чувствую себя отщепенцем каким-то. Просто слово не дает мне сказать. И еще, знаешь, когда я пытаюсь сказать, а можно, он думает, что я пытаюсь, знаешь, перебить его и обижается еще. Вот, собственно говоря, и поменял я Глеба на молоденькую девочку. Для этого нужно было всего лишь 15 выпусков. Нет, тут теперь хоть подписчики добавятся. Вернись. Глеб, вернись, Смотри, пожалуйста. как он смотрит. Вернись, я все прощу. Теперь он не только А я тебя, нет. на меня тоже обижаться Я будет. тебя прошу. Все равно у Ксюши никогда не будет такого зада, как у тебя. Это факт. Ксения, можем спасибо вам, одновременно? да, спасибо вам большое. Возвращайся в семью. Пожалуйста. Понаставляю тут всякой хиромантии. Ну где тебя там пошатало, как там? Так ты же видел, По что колда бросала. я с Николямбо там был. Ну что же, вот и подошли к концу самые актуальные новости мира криптовалют, финансов и наших больных фантазий. 15-й, правильно? Выпуск, 15-й выпуск. Сбился уже со счету. Наша передача идет бесконечно долго. Бюджет не заканчивается. Это для одного из поклонников. Вот. Но и, собственно говоря, по нашей прекраснейшей традиции, маленький подарок. Группа Beryl Jewel. This room is dark, and I'm afraid of myself. I don't understand this world. This world is already so. Sorry, I'm not fine. You can be my head in mouth. My head is yours, my eyes are hungry, but my soul will be with me. Sorry, I'm not fine. You can be my head in mouth. My head is yours, my eyes are hungry, but my soul will be with me. Will be with me. Коля жив, Коля жив.